Любишь рисковать? У тебя есть на выбор. Прыгнуть с парашютом, забраться по отвесной скале, поплавать с акулами, наконец-то убить паука, который не платит аренду за жилье у тебя в кладовке. Вложить все свои накопления, оставшееся здоровье, счастливую личную жизнь и уходящую молодость. Во что? В разработку игры твоей мечты. Ну не знаю, для этого нужно быть программистом, сценаристом, музыкантом, геймдизайнером, вообще продюсером. Для того, чтобы все это изучить, мне потребуется философский камень. И вообще, я играл во все эти игры, там это реализовано на высшем уровне. Что это? Так, давай не будем тянуть время. Выкладывай все. Кто дал тебе деньги? О каких деньгах идет речь? Парень, не держи меня за дурачка. Я знаю, как подорожала разработка. У меня правда нет денег на разработку. Да, я работаю на обычной работе, получаю зарплату, трачу ее на продукты, на оплату счетов. Но что касается развлечений и разработки, нет. Стой. То есть ты хочешь сказать мне, что все это ты делаешь бесплатно? Ну да. Нет. Так, я не понял, ты хочешь меня надуть? Ладно, давай с самого начала и по порядку. С чего начинается любое утро? Не знаю, как у вас, а у меня это всегда ожидание новых открытий и маленьких приключений. Каждый день это новые задачи, приятные сюрпризы и вызовы. Я не знаю, с какими трудностями столкнусь сегодня. Просто просыпаюсь и иду вперед. А дальше, будь что будет. Но, как и любой день, начинается с утра. У любой задачи, за которую мы беремся, тоже есть начало. И чтобы начать новое дело, нужны не только решимость, дисциплина и уверенность в себе. Для меня огромную роль играет вдохновение. Это касается всех аспектов жизни. Работы, отношений, написания сценариев для видео, открытия своего дела и даже приготовления завтрака. Почему я сегодня такой веселый? Все просто. Я принял решение, что начинаю делать свою игру. О чем она будет? Пока я не знаю, но это точно не убийца Ведьмака и не какая-то онлайн-РПГ. Я перерос все эти детские мечты и просто собираюсь сделать что-то простое. С чем смогу справиться? Почему именно сегодня я чувствую такое вдохновение? Не знаю. Возможно, это утренняя легкость, возможно, что-то большее. Но каждый раз, когда я думаю о своей будущей игре, я представляю, как она оживает. И это заставляет меня гореть. Я чувствую, что я живу. И творчество двигает меня вперед. Как приятно видеть состояние вдохновения у людей. Этот разработчик тем утром тоже вдохновился идеей сделать свою игру. Но чтобы реализовать свою мечту, ему нужно было сделать первые шаги. И это было обучение. Интересно, с чего он начал? Так, с чего бы мне начать? Нужно изучить программирование. Говорят, что программирование — это математика, значит, начнем с нее. Так, что дальше? Это будет 2D или 3D игра? Не знаю, но в любом случае нужно научиться рисовать. Даже если буду делать трехмерную игру, мне нужны будут концепты. Начнем с академического рисунка. А если там будут машины или другие средства передвижения? Нужно знать физику. Так, купить учебник по физике. Кать, где мои штаны? Мне нужно срочно в книжный магазин. Так, с физикой-то понятно. Изучу кинематику, твердые тела. Но что делать с сюжетом? У истории нет четкой формулы, как у левел-дизайна. Ладно, найду какое-нибудь пособие. Блин, такое чувство, как будто я про что-то забыл. Чуть не забыл про саундтрек для своей игры.
Похоже, нужно просто начать что-то делать. Да, вместо того, чтобы пытаться научиться всему, прежде чем начать новое дело, лучше сразу начать делать, а по ходу уже разберешься, что тебе нужно знать на самом деле. Ведь есть золотое правило – done better than perfect. Этот парень действительно взялся за дело серьезно. Его не оторвать от компьютера. Он впал в безумный раш инди-разработки. Он разрабатывает свою игру даже когда ест. И все его мысли лишь об одном – создать успешную игру. Он не подписал контракт с издателем, не собрал кучу виш-листов. Он просто горит своей идеей. Каждую свободную секунду своей жизни он посвящает разработке. Этот неутомимый марафон продолжается день за днем, ночь за ночью. Клавиши стучат под его пальцами, словно пульс его творчества, а монитор освещает его лицо в темноте, как маяк, ведущий его к мечте. Кодинг становится его второй натурой. Он живет и дышит своим проектом. Каждый баг — это вызов. Каждое исправление — маленькая победа. Он пишет код в голове даже во сне, просыпаясь с новыми идеями и решениями. Но как долго он сможет выдержать такой ритм? Как долго его огонь будет гореть, не превращаясь в пепел? Впереди его ждет первое выгорание. Неизбежная точка, где страсть столкнется с реальностью. Так и произошла та первая встреча разработчика с детективом, который задавал ему неудобные вопросы. Ну ясно. Петров, оформишь его? У нас тут очередной энтузиаст. Что? Властью, данной мне. Вы обвиняетесь в авантюризме. Вы имеете право закончить игру, но обязаны работать над ней каждый вечер, без четких перспектив заработать на ней. Свободны. На самом деле не было никакого детектива. Это был разговор разработчика со своим здравым смыслом. Так он и понял, что у него нет четких перспектив, и столкнулся со своим первым выгоранием. Продолжить ли ему работать над игрой или просто бросить все? Как долго человек может работать без отдыха? Неделю, месяц, полгода. У каждого из нас свои пределы. Но если не давать себе отдыха, мы все сломаемся. Страсть к делу может превратиться в навязчивую идею. Сначала мы горим энтузиазмом, но постепенно огонь может угаснуть, превращаясь в пепел выгорания. Это состояние подкрадывается медленно, истощая нас физически и эмоционально. Что делать, когда наступает этот момент? Кто-то идет к психологу, кто-то ищет одиночество. Важно понять, что отдых – это не слабость, а необходимость. Это шаг назад, чтобы набраться сил для нового рывка. Вспомните, почему вы начали этот путь. Иногда, чтобы вновь увидеть свет, нужно пройти через тьму. Не бойтесь признаться себе в усталости и позволить себе передышку. Творчество – это марафон, а не спринт. Важно заботиться о себе, вовремя останавливаться и восстанавливать силы. Так можно достичь финиша, не растеряв свою страсть и вдохновение. И когда силы на исходе, остановитесь, оглянитесь вокруг, вдохните глубже, позвольте себе отдохнуть. Ведь ваша сила в вашем равновесии. Вот она, надежда. Крупный издатель согласился выпустить его игру, но времени, чтобы закончить, совсем мало. Эта надежда дала ему капельку сил, из которой он постарается выжать максимум, чтобы закончить свой проект. Время до заката. Последняя возможность предоставить свой билд. Это сообщение становится для него последней искрой в изнуряющей темноте. Он понимает, что впереди его ждет еще одна бессонная ночь. Но разве это в первый раз? Каждое нажатие клавиши
шаг ближе к цели, к свету, который он так жаждет увидеть. Закат догоняет его, но он не сдается. Такие мысли даже не посещают его. С каждым часом он становится все ближе к рассвету, к новому началу. И вот первые лучи солнца начинают пробиваться сквозь ночную тьму. Билд готов. Он справился. Рассвет символизирует не только конец тяжелой ночи, но и начало нового дня. Каждое утро приносит с собой новый рассвет, новую надежду и новые возможности. Встречать рассвет значит начинать заново, с чистого листа. Он знает, что впереди его ждет еще много таких ночей и рассветов. И каждый раз он будет встречать их с той же решимостью и страстью. Ведь каждый рассвет — это новое начало, новая возможность творить, строить и воплощать свои мечты в реальность.